вместе с холодами приходит суровое и голодное время для всех обитателей степей и лесов. Волчья стая ведет охоту за оленем. Чтобы спастись, олень забегает в ледяную воду. Волки не рискуют зайти в ледяную реку. Обед так близко, но как до него достать? Волки решают просто ждать. Олень не сможет долго находиться в ледяной воде. Он предпринимает первую попытку к побегу. Но его встречает сначала один, а затем и второй волк, и оленю приходится вернуться в спасительный ручей. На берегу уже есть рога одного из его собратьев, которому не удалось выбраться. Собравшись силами, олень предпринимает вторую попытку. На этот раз волки по какой-то причине за ним не погнались. А здесь мы видим волка-одиночку, который вышел к стаду северных оленей. Еще их называют карибу. В одиночку охотиться будет сложно. К тому же карибу вдвое больше волка и могут дать отпор. Но волк решил рискнуть. Задача хищника – внести хаос в стадо и попытаться отбить слабую и медлительную особь. Чтобы одержать победу, волку нужно схватить за горло оленя. Очень опасно кусать его за ноги, карибу может сильно лягнуть. Но этот молодой олень делает недостаточно для своего спасения. Он просто пытается убежать, и за свои ошибки ему придется расплатиться. Медведь. Хозяин леса. Это самый крупный наземный хищник на нашей планете. Обычно он не агрессивен и питается вегетарианской пищей, но проснувшись после долгой зимней спячки, его характер меняется. Он очень голоден и агрессивен в такие моменты. У него появляются повадки хищника, и он может атаковать других зверей. Волки. Они гораздо меньше медведя, но это стайные животные, и их сила в единстве. Работая как команда, они добиваются невероятных успехов в охоте. Обычно волки и медведи мирно сосуществуют. Конфликт может произойти только из-за пищи.
Медведь по праву хозяина отнимает тушу 2 волков. И те покорно соглашаются с этим. Но если волков будет больше, то исход встречи может быть другим. Медведь нашел тушу оленя и принялся за обед. Но на пир претендует не только медведь. Стая волков подбирается все ближе. Медведь намного больше и сильнее волка, но он знает, какую опасность может представлять из себя организованная стая. Поэтому, ухватив как можно больший кусок, медведь предпочел отступить. Но как быть, если медведей будет несколько? Волкам не победить, нужно что-то придумать. Среди медведей есть совсем молодой. Отлично, волк нападает именно на него. Взрослые, видя, что происходит, бросаются ему на помощь. В этом и был план. Теперь туша осталась без присмотра, и можно ухватить кусочек. Волки убили лося, но когда позже пришли к нему, то обнаружили голодного медведя. Он ни в какую не хотел отдавать добычу. Волки в количестве около 15 особей окружили его. Но в итоге ушли ни с чем. В этот раз медведь победил. Ребят, я создал телеграм-канал, в котором показываю природные катаклизмы, происходящие в последнее время, о загадочных явлениях, таких как, например, кроваво-красное небо в Китае. Рассказываю об интересных животных. Это огромная кожистая черепаха. А это существо называют немертины, и оно извергает наружу свои внутренности, что выглядит довольно мерзко. Так что подписывайтесь, думаю, не пожалеете, а отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.